Всем здорово, чуваки! У меня для вас отличная новость. Мы придумали сюрприз-бокс от канала Кипяточка. Сюрприз-бокс — это загадочная коробка, в которой может находиться все что угодно, от обыкновенной ручки до 20 тысяч рублей. И даже не один предмет, а сразу несколько. И у вас есть шанс выиграть такую коробку, потому что у нас их очень много. Первый сюрприз-бокс мы разыграем в одном из следующих видео, но только тогда, когда под этим роликом наберется 8000 лайков. Поэтому скорее ставь лайк, подписывайся на канал и приятного просмотра. Как вы уже могли заметить, я еду сейчас без покрышки, и это не очень-то удобно. Но давайте представим такую ситуацию, что у нас нет поблизости магазинов, и мы не можем ее нигде купить. Что же делать? Что же делать, пес? Что же делать? Как вы уже знаете, мы парни креативные, поэтому первое, что нам приходит в голову, это сделать покрышку из желе. Давайте это попробуем. Так, погнали, короче, делать покрышку. Василий, отойди. Так, ребята, как вы помните, давненько у нас был видеоролик, где мы делали гигантский попрыгунчик из желе, в котором намешали столько желатина, что этот попрыгунчик при падении с моста никак вообще не разбивался. Так вот, сегодня мы намешаем точно такое же желе и сделаем из него покрышку для нашего велосипеда. Для начала давайте высыпем половину желатина в нашу миску. Так, берем пакетик. Ну что, мы засыпали примерно полкилограмма желатина, и полкилограмма у нас осталось. Так что, если нам не будет хватать желатина, мы добавим еще. Далее нам нужна вода, заливаем в миску. Я думаю, немножко надо, чтобы у нас желатин был супер прочный. Так, пока, наверное, хватит. Походу, нам придется делать две миски все-таки. Потому что одной, я думаю, не хватит точно. Как манная каша, Серега. Да, точно. Так, ну чтобы нам с водой не переборщить, нам сейчас нужно все это растопить на плите. Поэтому давайте возьмем плиту. И, к счастью, она у нас есть. Сейчас мы ее нагреем. Так, для начала нужно включить. Пах, дай розетку. Так, подрубаем. Включаем плиту. Ну и все, теперь ждем, пока у нас желатин растопится. А пока мы будем ждать, нам нужно открутить колесо с нашего велосипеда. Переворачиваем велик. Откручиваем колесико. Так. Сейчас нам нужно замерить длину обода нашего колеса, для того, чтобы потом отрезать нужной длины шланг. Так, берем рулетку и вот так вот отмеряем. Сколько у нас тут? Ну, примерно 180 сантиметров с запасом. Фу, блин, у нас все дымится. Надо воды добавить срочно. Слушай, наверное, огонь надо поменьше сделать все-таки. Почему он такой вонючий-то, а? Берем трубу и отмеряем 180 сантиметров. Почему мы взяли именно гофрированную трубу? Потому что мы хотим сделать желейного червяка. Вы представляете, как это будет прикольно смотреться на колесе? Так, ну давайте 190, наверное, на всякий случай отмерим. Слушай, по-моему, прикольно, да? Только что-то я мало отрезал. Так, давайте по колесу померяем, чтобы наверняка, а то что-то мы уже как-то тут фигни наворотили. Ага, ну вот с запасом получается примерно вот здесь. Сейчас резанем. Готово! Вот реально колесо уже, все. Осталось только залить сюда желе, но оно пока у нас горит. Дно трубы мы закрыли фольгой, потому что думаем, что если мы сделаем это из полиэтилена, то он просто расплавится. И крепим его на вот такую длинную дощечку, для того, чтобы у нас была идеально ровная труба, чтобы мы потом с легкостью все сюда залили и смогли после этого сложить, как хотим, нашего желейного червяка. Итак, желе у нас полностью уже растворилось. Я думаю, стоит добавлять сюда краситель, чтобы наша покрышка была максимально красивой. Какой выберем? Я бы синий выбрал, но велик синий. Воу, красиво, да? Смотри. Красивые синие колеса. Видел кто-нибудь? Может, вот таким узором оставим? Все, мы получили однородную массу синего цвета. Сейчас будем все это заливать в трубу. Уже очень интересно вообще, что получится на самом деле. Ой, я капнул, ну ладно. Так, у нас есть воронка. Вставляем. Раз, два, три. Оу! Ты кривой. Заполняется? Да. Так, ставим обратно. Засыпаем еще желатин. Водички заливаем. Перемешиваем. Он опять будет синий, получается. Но ничего, мы добавим другой краситель. Я думаю, будет прикольненько. Желтый добавим, Желтый, чтобы он да. зеленый получился, короче. Да. Самое время добавить краситель номер 2. Это желтый. Что он какой-то не желтый, смотри, он оранжевый. Цвет детской неожиданности. Смотрите, какой цвет у нас получился.
Он такой кислотный, ядерный. Я думаю, будет очень красиво, когда он засохнет. Поэтому все у нас растопилось, можно заливать дальше. Так, Паха, держи трубу. Давай. Так, на меня не вылей, главное. Аккуратно. Я стараюсь. Все. Че, так мало? Все. Ребята, наш желейный червяк готов. Ну как готов? Мы его только залили, осталось только ждать. Смотрите, конец болтает забавно. Короче, мы его оставляем на сутки. Потом будем распаковывать и смотреть, что у нас получилось. Итак, ребята, прошли сутки. Я надеюсь, наш червяк полностью готов. Осталось его распаковать и посмотреть, как он выглядит изнутри. Слушай, ну застыло все нормально. Так, ух ты. Слушай, весит прям нормально вообще. Навскидку так, ну, килограммчика 3, наверное. Так, ну давайте разрежем, посмотрим. У нас как раз здесь есть то место, где плохо залилось желе. По нему мы и будем резать. Ну что, Паха, ты готов? Да. Давайте посмотрим, как он выглядит. О, слушай, он крутой. Блин, прикольно, он рельефный, короче. Да, смотри. Я думаю, прикольно будет, когда мы его полностью распакуем. Потрогай. Слушай, прикольно. Змея какая-то. О, смотри, переливание пошло в зеленый. Блин, я переживал, что он плохо зальется. Зажал, блин. Он хотел меня сожрать. Есть. О, ты посмотри, какой он крутой. Офигеть. Давайте примерим нашего желейного червяка на это колесо. И при помощи стяжек мы его закрепим. Слушай, прям идеально. Смотри, как смотрится круто. Хопа, хопа. И остальные стяжки делаем точно так же. Итак, ребята, вы гляньте, как выглядит колесо. Наш желейный червяк офигенно подошел к нашему ободу по размеру. Вы гляньте. Как будто настоящая покрышка, только из желе. Так, сейчас давайте откусим вот эти лишние остатки стяжек. Это на самом деле выглядит супер странно, потому что, ну, кто будет делать покрышку из желе? Только мы. Пах, как думаешь вообще, на нем можно прокатиться или нет? Ну, метров 5, да. А потом что? Потом на ободе кататься будешь. Вот я думаю, что я как только сяду на велосипед, просто желе вот так промнется, туда уйдет, и все, я буду на ободе кататься. Если выкинуть вот так вот об землю... Прикольно. Слушай, оно даже отпрыгивает, как на настоящей покрышке. Слушай, если учитывать те пропорции, которые мы сделали, по идее, должно меня выдержать. Да. Потому что попрыгунчик, который мы кидали с гигантской высоты, блин, с моста, он падал, не разбивался вообще. Мне кажется, здесь должно произойти то же самое. Мой вес должен выдержать этот желейный червяк. Давайте поставим его на наш велосипед и проверим. Кстати, ребята, вместо желейного червяка мы замотали изолентой для того, чтобы оно в этом месте не раскрошилось. Поэтому давайте проверять. Аккуратно. Я вообще максимально аккуратно. Ну, вес велосипеда он выдерживает, кстати. Блин, смотрится прикольно. Вообще Да, стильно. да, вообще круто. Может, давайте сначала я сяду, проверим вообще как. Давай. Так, ладно, сядем. Держит, смотри. Правда, он съезжает, но он держит. Я лишний раз стараюсь не ставить сейчас велосипед, потому что сейчас я попытаюсь на нем прокатиться. Отходи. Ну чё, Паха, ты готов? Да, я готов. Я немножко очкую, конечно. Ну погнали. Пёсик, отходи. Раз, два, поехали. Слушай, мягко, вообще мягко, капец. Офигеть, как мягко. Мягко, да? О, да тут стяжки, короче, походу вылетели. Порвались как будто. Ну я так офигенно ехал. Реально как будто накачанная камера внутри покрышки. Вот, когда я вначале ехал, по бетону как будто металл касается и слышно вот этот вот грохот. А сейчас было прям идеально. Ребята, мне кажется, стяжки прорезают просто нашего желейного червяка. Поэтому он вот так вот съезжает. Давайте обмотаем нашего червяка сейчас изолентой. Это будет гораздо мягче. Я думаю, что тогда в таком случае червяк не вылетит. Вот смотрите, вот здесь была стяжка, здесь и здесь. Как видите, ничего не прорезалось. Она до сих пор целиковая. Даже против нашего желе стяжки, они настолько непрочные. Так как в прошлый раз у нас слетели стяжки, мы сейчас замотали все изолентой, я думаю, так будет держать гораздо лучше, я смогу нормально прокатиться. Погнали затестим еще раз. Ну что, ребята, вторая попытка. Раз, два, поехали. Так, мягенько, 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 мягенько. Очень мягенько, очень хорошо. Попробуй развернуться.
Получается, слушай. Вообще мягко еду. Правда, я чувствую, как покрышка вот так вот ходит просто. Восьмеркой. Слушайте, ну она держит очень даже хорошо. Хотя я думал, что развалится. Но ехать на ней одно удовольствие, на самом деле. Она реально как подушка какая-то. Еду почему-то мягкому, по какому-то, не знаю, поролону или еще что-то. Давайте сейчас пойдем на улицу и протестим ее там. Как вообще она себя поведет зимой? Погнали на улицу. Если что, ребят, на улице сейчас минус 27. Ребята, ну и морозильник. Давайте проедемся, и метров так 50. Надеюсь, она себя поведет как настоящая камера внутри покрышки. Давай, железочка, не подведи. Раз, два, погнали. Вау! Слушай, ты как летом гоняешь. Да, вообще. Так, я развернусь. Давай. Она скользит по снегу очень сильно вообще. Это какой-то дрифт получается. Разворачивай. Не-не-не, слушай. Насчет поворотов, этот желейный червяк вообще не справляется никак. Он скользит очень сильно по снегу. Дай-ка я попробую, слышишь? Давай, давай. Это явно не зимняя покрышка, Пах. Слушай, она реально какая-то настоящая покрышка стоит. Но скользит она реально, вон, смотри. Да, да, очень легко. Вообще легко. Ну что, поехали? Давай. Блин, ну прикольно. Разгоняйся, Пабло. Давай. Аккуратно только. Так, смотри, поворот. С ногой, с ногой. Камеру не сломай. Ну и давай, как ты еще обратненько. Давай, давай. Пробегись тоже. Заносит, да? Да. Давай в гору врежешь. Давай. Смотри, ничего не стало. Покрышка слегка съехала, но не потрескалась. Она до сих пор целая. Но она как реальная резина сейчас стала, слышишь? Да. Она очень жесткая, все жестче и жестче становится. Ну, метод рабочий. Если у вас нет магазинов с покрышками, но есть продуктовые магазины, можете купить просто желатин, сварить его, залить форму и получить вот такой вариантик. Рабочий. Зимой точно будет работать, летом не знаю. Слушайте, Сереге пофигу на мороз, он решил кататься дальше, ему очень понравилось. Ребята, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте кучу лайков. Где вы еще такую идею увидите? Только на канале Кипяточка, поэтому подписывайтесь скорее. Нажмите на эту красную кнопку внизу под этим роликом. И всем пока. Я поехал, короче, кататься дальше.